Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую я в этом видео тех, кто родился под знаком зодиака Весы, так как этот прогноз будет для них. Мы посмотрим, что ждет Весов в апреле. Это будет общая атмосфера, сфера работы, финансов, личная жизнь, отношения и совет предостережения. У нас будет одна общая позиция абсолютно для всех, выбирать ничего не нужно. Итак, уважаемые весы и все, кто интересуется их личной жизнью, личной, общественной, любой. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Давайте, начиная с разбора общей атмосферы, посмотрим, что же ждет весов в апреле. Общая атмосфера апреля для весов. Мужчина. Так, вы знаете, в целом апрель для вас положительный месяц. Вы движетесь вперед к реализации своих планов, целей. Вы движетесь в сторону того, о чем давно мечтали. Но вот именно в апреле огромное влияние на многие сферы вашей жизни. Сейчас более подробно посмотрим, где именно будет это влияние прослеживаться. Будут играть люди, и мужская, и женская фигура. Причем, вы знаете, вот здесь такое сочетание карт идет: собака, мужчина, женщина. Велика вероятность того, что в отношениях с партнером очень сильное влияние будет оказывать друг противоположного пола. Да? То есть, если меня смотрят женщины, то на мужчину вашего под соусом дружбы, да, под видом дружбы будет оказывать влияние женская фигура. И, соответственно, для мужчин наоборот. Для вашей женщины будет оказывать влияние на вашу женщину. В ваших отношениях будет оказывать влияние другой мужчина под видом, вот знаете, какого-то доброго мотива, под видом дружбы. Итак, давайте теперь подробнее посмотрим каждую сферу. Сфера работы, что несет, что готовит весам в апреле. Сфера работы. Скорее всего, вот этот вот корабль, он у нас отыгрывается как раз-таки в трудовой деятельности, потому что у вас прям, знаете, туз жезлов. Это развитие, это движение вперед. Но здесь не все так просто. В первую очередь есть момент конкуренции, соперничества. Вы можете противостоять как конкурентам, так и своим коллегам. Доказываете свою правоту, отстаиваете свои интересы, движетесь вперед через прям тернии к тем самым звездам. Но королева мечей, она такая, знаете, весьма положительная карта в работе. В первую очередь она может символизировать женскую фигуру при должности, при статусе, которая оказывает влияние на то, что в сфере работы у вас происходит. Также эта карта говорит о том, что здесь что посеешь, то и пожнешь. Если будете работать хорошо, соответственно, результат вы получите замечательный. Если вы решите не работать, если вы решите бездействовать, то, соответственно, результаты будут не настолько замечательными, как хотелось бы. Но в любом случае здесь развитие. Через трудности, через борьбу, препятствия вы движетесь вперед к тем целям, которые вы себе ставили и намечали. Теперь давайте посмотрим финансы. Что ждет в финансовой сфере весов? Опять же, борьба, переживания относительно прибыли, относительно расходов. Но здесь опять, вот знаете, если расходы, они себя оправдывают. Это действительно серьезные расходы. Если прибыль, то это прибыль заслуженная. Велика вероятность получения финансовой помощи либо кредитов. Но, вы знаете, с одной стороны, эта финансовая помощь, она вас выручает. С другой стороны, эта финансовая помощь, она ставит вас в позицию зависимости, да, от обстоятельств, от людей. С финансами не все просто, но здесь скорее отыгрывается вот эта вот непростая ситуация в том ключе, что
В первую очередь приходится бороться за свои интересы. Это какие-то выплаты, это какие-то траты, чтобы они были минимальны, да, максимальные доходы, минимальные расходы. И это такое состояние, когда нужно, вот знаете, соизмерять дебет и кредит, доход и расход. Непростая ситуация в сфере финансов, но у многих здесь, вот знаете, как вложение в те цели, которые вы планируете реализовать. Прям, смотрите, сплошные мечи. Очень много диалогов относительно финансов, да, финансовые вопросы решаются, очень много разговоров, но вы в итоге одерживаете победу. Собственно, и пятерка мечей, и туз мечей – это символы победы. Победу вы здесь одержите любой ценой. Но здесь важно, знаете, чтобы вы играли по правилам, чтобы вы играли по-честному, потому что король мечей в данном случае, это, знаете, вот по-честному играете, значит, правда на вашей стороне. Не по-честному, значит, соответственно, потери, они не заставят себя ждать. Сложная ситуация в финансах, здесь борьба, здесь споры, здесь отстаивание своих интересов, но вы победите. Здесь все сводится, да, все будет хорошо, все сводится к тому, что в апреле ситуация с финансами, она непростая. Придется тратить, но тратить на благое дело, тратить на пользу. Придется доказывать то, что вот вы заслуживаете именно такой размер оплаты вашего труда. Придется, вот знаете, у кого-то это, ну, где-то со страховой компанией какие-то тяжбы, у кого-то здесь с клиентами, у кого-то с работодателями, да, относительно денег какие-то разговоры, но все равно все решится в вашу пользу. Важно придерживаться такой, вы знаете, позиции справедливости, не лукавить, не обманывать, потому что здесь могут хотеть обмануть вас, да, как-то вот подтасовать факты. Вам важно играть по-честному. Тогда победа будет на вашей стороне. Далее давайте посмотрим сферу любви, личной жизни. Весы, что в апреле? Ой. Да, вот здесь то, о чем я изначально говорила, влияние третьих лиц. Непростая ситуация, присутствует огорчение, но вот вы знаете, как поссоритесь, так и помиритесь, как огорчитесь, так и порадуетесь потом. Да, в отношениях будет непростой период, да, будут огорчения, разочарования, но все сводится к тому, что все будет хорошо. Все возвращаются вот к родной пристани, к родной гавани. Вот вы знаете, здесь все-таки в отношениях велико влияние третьих лиц. Вот вы знаете, кем бы они ни были, да, женщина под соусом дружбы, преподносящая себя, мужчина под соусом дружбы, преподносящий себя, но они здесь не являются, скорее всего, вы их уже знаете, они уже есть в вашем окружении, но они не являются теми, кто может составить реальную конкуренцию вам, либо вашему партнеру. И поэтому сложные периоды, они будут в апреле, да, это непростой момент, непростое время. И вот эти сделанные ошибки, они будут служить своего рода уроком, своего рода опытом, когда вы понимаете, где и в чем вы были неправы. Партнер понимает, где и в чем он был неправ. Но благодаря этим ошибкам вы понимаете, насколько важно ценить и дорожить тем, что для вас по-настоящему значимо. Теперь давайте посмотрим совет, к чему стоит стремиться весам в апреле. Весы в апреле. К любви, к чувствам, эмоциям. Ни в коем случае не нужно переживать, не нужно унывать, потому что сложные моменты будут и в работе, и в финансах, и в отношениях. Но важно всегда смотреть на ситуацию с той позиции, когда стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. Важно уметь добавлять красок в апрельскую вашу ситуацию. Императрица. Вот, ну, здесь, знаете, стремиться к любви. Стабильность в отношениях, прочная позиция в отношениях, выражение, проявление любви, получение искренних чувств и момент, когда вы сами транслируете искренние чувства. Не нужно ввязываться здесь вот в какую-то мышиную возню. Не нужно стараться, знаете, вот как-то усугубить ситуацию и сгущать краски. Старайтесь, чтобы у вас все строилось на любви. Огорчились, устали вы от работы, устали вы от финансовых каких-то вот тяжб, прений,
Пожалуйста, устройте себе романтический какой-то вечер, просмотр интересного фильма, поход в кафе, в ресторан, встреча с любимым человеком, да, даже покупка какой-то вот мелочи, которая будет вам приятна. Здесь все основано на чувствах, на эмоциях. В идеале туз кубков это, конечно же, союз, брак, семья, это все, что связано с любовью. Ну и императрица, это позиция женщины, которая излучает любовь. Это женщина, которая дарит вот эту вот атмосферу хорошего настроения, положительных эмоций, заботы и любви. Поэтому все начинается здесь с женщины, все будет начинаться с положительных эмоций и с положительного настроя. И вам важно быть окрыленными, потому что от того, как вы расправите, от того, насколько сильно вот этот вот размах крыльев ваших вы осуществляете, будет зависеть тот успех, которого вы достигнете. А что в предостережениях, чего остерегаться стоит весам? Что стоит остерегаться? Рабочих моментов. В работе будьте осторожными, потому что здесь, да, такие непростые ситуации будут. Все предложения, которые вам поступают, которые вы планируете осуществить, взвесьте, взвесьте. И если куда-то собираетесь, шестерка мечей это в принципе движение вперед, это дорога. В дороге будьте осторожны, в движении вперед будьте осторожны. И вот здесь очень важный момент, имеют те выводы, которые вы делаете на основе каких-то не самых приятных ситуаций. Вот здесь очень часто будет возникать желание вот просто забыть те неурядицы, которые случились, и перешагнуть их, пойти дальше. Вот здесь стоит не просто идти дальше, а делая какие-то выводы. Говорят, заруби себе на носу. Вот зарубите себе на носу, сделайте эти выводы, и только потом двигайтесь вперед. Потому что здесь очень много, здесь, ну, прям, знаете, я бы сказала, что будет для вас месяц таких испытаний. Поэтому вам важно стараться добавить такую щедрую эмоциональную составляющую в этот месяц, чтобы не хотелось зарыться, как страусу, с головой в песок, а хотелось жить. Хотелось, вот знаете, вот смотреть счастливыми глазами в светлое будущее. И очень многое зависит от вашего именно настроя. Поэтому все, что касается таких вот положительных эмоций, будьте генератором тех самых положительных эмоций. Потому что иначе, вот я бы сказала, что сложновато будет, поскольку важно двигаться вперед, а влияние третьих лиц здесь очень велико. И для того, чтобы вам не впадать в зависимость от тех взаимоотношений, от того влияния, которое идет от третьих лиц, для того, чтобы вам понимать, что вы хотите и можете двигаться дальше, вам важно уметь отыскивать вот эти вот светлые, яркие, положительные, позитивные, чувственные стороны в вашем апреле. Вот такой был прогноз для весов на апрель. Я благодарю всех за просмотр. До встречи с вами в новых видео.